Приветствуем вас на канале Раиса Греченко «Дача, сад, огород, цветы». Отвечаю на вопрос по поводу томатов. У нас уже холодные ночи, но 9:11 на улице, а томаты вот продолжают вегетацию. Я уже обрезала все листья. Сразу тем, кто очень отстаивает листья, скажу, что уже пора это делать, потому что уже надо готовиться к тому, что у нас и холод будет, и уже пора позаботиться о том, чтобы в землю внести солому, органику. И, естественно, вот смотрите, на сегодняшний день, а сегодня у нас 6 сентября, вот такие у нас помидоры еще есть. Мы их спелые обрываем, кушаем, перерабатываем. Смотрите, какие грозди еще. И хочу подвести итог этого года. Уже пора это сделать. Итог очень хороший. И вот я стою возле томатов, которые мы посеяли 17 февраля. Вот здесь у нас, видите, это 4, 5, 6 кустиков. 6 семян было посеяно. Вот они посажены. И вот их я перевалки несколько раз делала. И они раньше всех выдали нам урожай. А название у этого томата, это наш любимый томат, это Белфорд. Белфорд устойчивый оказался. Единственное, что мы здесь посерединке высаживали, потому что здесь теплее, по краям было холодно. Для огурцов еще рано было, мы не высаживали огурцы, они позже пошли. А вот здесь у нас посередине были как раз посажены вот эти несколько растений, 6 растений, которые, вот смотрите, во-первых, весь сезон они прекрасно плодоносили. Единственное, что было очень холодный период, и одна из грозди была пропущена, не завязалась. А остальные грозди, смотрите, какие осенью замечательно смотрятся. Вот он, Белфорд. Сейчас вот так со стороны солнца, смотрите, какая красота. Какой он красивый, этот томат. Естественно, мы его очень любим и дальше будем продолжать высаживать. Вот сейчас мы что делаем? Для того, чтобы они поспели, я уже убрала почти что все листья практически. И не поливаем. Ни в коем случае нельзя поливать томаты, потому что они будут еще продолжать вегетацию, выбивают все время пасынки и стараются еще расти. О самой технологии выращивания помидоров у нас в плейлисте «Томаты. Секреты успешного выращивания, посадки» есть уже не один десяток видео. Но наибольшее количество роликов посвящено возделыванию томатов в экстремальном по погоде 2021 году. Посмотрите эти рассказы, чтобы в 2022 году быть готовыми к новым условиям мини-ледникового периода. Теперь, по-моему, уже никто не сомневается в том, что именно такой период уже идет, не только начинается, а уже идет по планете. Кто-то на днях написал об особенностях сезона 2021 года очень лаконично. Весна запоздала, лето запоздало, а осень вовремя пришла. Анализ сезона будем делать детально позже. Есть о чем рассказать и определить главные задачи на 2022 год. А сегодня могу сказать, что мы довольны результатами этого года. В среднем каждое растение томатов здесь у нас в теплице выдало по 10 килограммов витаминных плодов, сладких, вкусных, ароматных помидоров. Вот сейчас продолжают наливаться плоды витаминными соками, все в целости и сохранности. Нам удалось сохранить их такими благодаря биоинсектицидам Скарада М и постоянному, буквально еженедельному мониторингу наличия вредителей с помощью
обычных вот этих специальных ламп против комаров. Очень хорошая идея. И, кстати, нам подсказали эту идею еще для уничтожения вредителей наши зрители. Не только мониторить, но и еще сюда слетаются вот эти все вредители, бабочки, той же совки, помидорной моли, тута абсолюта. И их обжигают, вот эти лампы обжигают их крылышки, и они погибают. Так что совки, помидорная моль были лишены возможности оставить свое потомство на наших помидорах. И лампы, и биоинсектициды. Профилактические опрыскивания биоинсектицидами дают свои положительные результаты, и вы их видите здесь, налицо. Уже не поливаем, нельзя поливать, томаты созревают нормально, вот, земля уже, еще есть влага, пусть вытягивает все, что есть. До этого достаточно при такой температуре воздуха. Этого будет предостаточно для того, чтобы томаты созрели и были сладкими, самое главное, иначе будут водянистые, если сейчас поливать. Ну и начнется еще и заболевание, потому что ночи холодные, а днем жарко. Вот такая сегодня теплица вместе с помидорами и с котом, который все время охраняет эту теплицу. Да, охранник хороший, молодец. Правда, он спит, ну, как все охранники, должен отдыхать. Дракош. Кот на охране, помидоры спеют, продолжают созревать. И вегетация постепенно затихает, физиологический процесс в томатах. Конечно, впереди холодные ночи, и впереди у нас большая работа по завершению. Сегодня 6 сентября 2021 года. Это время съемок. А вы будете смотреть это видео уже утром 7 сентября. Днем на улице у нас еще плюс 22, а ночью ожидается всего плюс 9. А где-то уже и заморозки, вы об этом мне рассказываете и сообщаете. В теплице, естественно, будет теплее. Поэтому, завершая этот обзор состояния растений и помидоров, именно сегодня хочу еще раз просить вас, стройте теплицы. Стройте, пожалуйста, теплицы. Без них в короткое лето, при малом ледниковом периоде будет очень сложно что-либо вырастить в открытом грунте. Да, это может быть, успеете там первую 1-2 грозди вырастить, но это будет очень сложно. И многие несколько раз рассаду высаживали, теряли ее из-за того, что вот холодный июнь. Короткое лето будет, длинная зима, холодная длинная весна. И это вот в ближайшие годы нас ожидает вот такая погода. Короткое лето, мы должны успеть многое вырастить. И в этом нам поможет теплица. На этом мы завершаем вот это только видео. Всех благ вам, крепкого здоровья, удачного вам завершения сезона 2021 года. С вами, как всегда, были Раиса и Александр. До новых встреч на нашем канале.